Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас близится новый месяц май, и давайте мы посмотрим, каким же он будет для тех, кто родился под знаком Девы. Уважаемые девы, устраивайтесь поудобнее. Уважаемые девы и все, кто интересуется их жизнью, у нас будет с вами один вариант, одна общая позиция, выбирать ничего не нужно. Давайте, начиная с общей атмосферы грядущего месяца, посмотрим, каким же он будет для тех, кто родился под знаком Девы. Общая атмосфера мая для дев, какая она будет? Май для дев в общем и целом. Такой хитрый, непростой месяц. Придется где-то хитрить, где-то лукавить, где-то искать выходы, стремясь к намеченным целям. Но без этого не обойтись, потому что вслед за намеченными целями вас ждет какое-то, знаете, прекрасное новое начало, новый проект на работе, новые возможности в общении, в отношениях. Карта-ключ – это решение вопросов, это решение проблем. И через определенное лукавство, через определенную хитрость, мудрость вам придется решать вот как раз-таки эти проблемы. Без данного инструмента в мае вам, уважаемые девы, не обойтись. Поэтому мудрость – ваше главное оружие. Мудрость и нужные такие знания – это то, что поможет вам добиться целей, которые вы ставите перед собой вот именно на май. Давайте посмотрим сферу работы, что будет в работе у дев. Новые предложения какие-то, новые проекты, новые возможности сотрудничества. Причем, вы знаете, это такие предложения, которые очень многообещающие. Паж Пентаклей, Паж Жезлов – это какой-то росток, который в дальнейшем разовьется в такой, знаете, вот сад, да, букет, сад. Это что-то такое продуктивное и перспективное. В целом у вас все стабильно. У многих может быть такое, что вам покровительствует мужчина. Пентаклевый король – это либо ваш супруг, либо начальник, руководитель, мужчина, компаньон, партнер, который к вам очень хорошо относится, и вы под его защитой идете дальше, вы под его защитой работаете, совершаете какие-то шаги новые. Но даже учитывая всю вот эту стабильность, май будет для вас очень продуктивным в том плане, что по работе откроются какие-то новые возможности, которые в дальнейшем принесут вам что-то такое, вот знаете, многообещающее и перспективное. А что с финансами? Что с финансами у дев в мае? Десятка кубков. Здесь все хорошо на самом деле. Здесь знаете как? По финансам все замечательно, деньги есть в нужном объеме, в нужном количестве, но вот большинство дев в мае соберутся в отпуск, на какие-то праздники, на какие-то мероприятия, и здесь львиная доля затрат, расходов будет направлена на подарки, на угощение, на что-то такое очень приятное, и поэтому вот эта стабильная ваша финансовая позиция, она немножечко должна быть сбалансирована. Здесь за счет того, что будет тратиться львиная доля ваших средств, доходов на какие-то приятности, нужно будет сократить какие-то расходы, без которых можно обойтись. В целом все хорошо, стабильные доходы, потерь нет. Расходы очень приятные, очень такие, знаете, вот для вас позитивные. Вы тратите на подарки, вы тратите на развлечения, на угощения, на наряды, на что-то такое приятное. Но здесь эти траты, они не вводят вас в какую-то финансовую дыру, просто заставляют быть более осмотрительными. Не то, что даже заставляют, а вам стоит быть более осмотрительными в каких-то посторонних расходах, потому что вот эти вот приятные траты, они у вас будут в приоритете в мае. Дальше давайте посмотрим личную жизнь, что у нас в сфере любви у дев. Сфера любви. Правосудие.
Если рассматривать май на предмет новых знакомств, то, вы знаете, может молодой человек, рыцарь мечей, это, знаете, вот молодая фигура, такая внезапная, возможно, воздушных знаков зодиака, либо причастная к юридическим каким-то моментам, либо человек это в форме, пусть будет молодой человек, да, это юноша, медик, военный, спортсмен, юрист. И здесь, знаете, все сводится к тому, что нужно уметь выдерживать баланс. Есть какие-то обстоятельства в виде командировок, в виде каких-то контрактов, которые нужно соблюдать, выполнять. И у кого-то действительно отыграется такой момент, когда вы оказываетесь на расстоянии, либо же ваши отношения будут выдерживать испытания вот появлением нового человека в вашей жизни. Но закончится история хорошо, несмотря на испытания какими-то официальными моментами, командировками, документами, обязательствами, обстоятельствами. Здесь могут быть взаимные какие-то претензии, могут быть моменты, связанные с недопониманием. Но разрешится все хорошо. Карта мира, это, знаете, вот когда решилось все благополучно, мирно. Просто у кого-то вот этот мир может отыгрываться как завершение истории, да, то есть вы ставите точку в отношениях, а у кого-то будет отыгрываться таким образом, что мы преодолели трудности, и мы готовы выходить на новый виток, на новый уровень. Но здесь, знаете, все-таки тенденция у дев к тому, что вы автономны, вы с вашим партнером настоящим, либо потенциальным, вы как-то, знаете, вот больше в мае будете находиться сами по себе. Здесь как будто вас разделит расстояние, разделят вас обстоятельства какие-то, и вы вынуждены будете, вот знаете, вы в своем мире, он в своем мире пребывать. Сложный, непростой месяц, но здесь проблемы будут решены. У многих здесь действительно сфера работы, она в приоритете. Нужно направить все свои силы, все свои возможности на то, чтобы вот реализовать именно рабочие деловые проекты. Поэтому в сфере личной жизни здесь как-то не до романтики. Здесь вот именно на первый план выходят какие-то дела, какие-то такие вот официальные моменты. Первым делом самолеты, ну а девочки потом. Поэтому ситуация не самая простая будет в мае для дев. К чему стоит стремиться девам в мае? К чему стремиться? Уметь находить компромиссы. Во-первых, что касается работы, новые контракты, новое партнерство, новые проекты, это все, да, обязательно все подписывайте, договаривайтесь. Если у вас стоит вопрос относительно того, чтобы в устной форме договориться, либо в письменной, обязательно письменно все узаконивайте, чтобы у вас все было зафиксировано на бумаге, на каких-то документах. Это пойдет вам однозначно на пользу. Если будут возникать какие-то, знаете, противоположные взгляды на вещи, важно искать компромиссы, важно уметь договариваться. Не бойтесь тратить. Пятерка пентаклей, это, знаете, то состояние, когда мы действительно, ну, это, скорее всего, знаете, вот с расходами, которые мы с вами чуть раньше рассмотрели, тратите деньги, не бойтесь тратить. Здесь действительно нужно на праздники, на увеселительные мероприятия нужно тратить, и можно будет тратить на то, чтобы вкладываться в какие-то новые проекты, обязательно нужно. Но опять же, вот мужчина, мужское слово, оно для вас очень значимо, очень весомо. И у большинства здесь вот этот король мечей отыгрывается как начальник, как руководитель, мужчина, связанный с работой. Если рассматривать его как человека в сфере отношений, то опять же, нужно, как партнера, да, нужно прислушаться к тому, что говорит мужчина. Послушайте, что он вам говорит, и сделайте так, как он советует. Расходов не бойтесь, договариваться нужно и, собственно, к мужчине прислушивайтесь. Для кого-то вот этот вот рыцарь мечей, он отыграется как
Появление человека из прошлого. Вот здесь, судя по всему, нужно будет выйти на диалог вот с этим человеком из прошлого. Не бойтесь идти на этот диалог, не бойтесь идти на обсуждение тех моментов, которые нужно обсудить. Но, вы знаете, давайте сейчас в предостережение посмотрим. Все-таки вот эта змея, она символизирует мудрость и умение, знаете, вот изворачиваться для того, чтобы прийти к цели. Важно в момент поиска вот этих вот компромиссов использовать всю свою мудрость. Не противьтесь. Не будьте, знаете, таким упрямым медведем, который вот только моя позиция, моя и только моя. Не бойтесь искать компромиссы, не бойтесь договариваться, не бойтесь как-то, вот знаете, подстраиваться под ситуацию. А чего же остерегаться стоит? Давайте посмотрим. Девам в мае. Дьявол. Здесь, знаете, здесь вот эта змея, она еще отыгрывается как то состояние, когда ваш оппонент не до конца честен с вами. Вот лукавство со стороны третьих лиц, лукавство со стороны окружающих, вы тоже остерегайтесь, пожалуйста. И пусть те красивые слова, которые вам говорят, вас не ослепляют. Настанет время неких таких перемен для вас, но вот эти перемены для вас нужно вершить очень осторожно и осмотрительно. Особенно важны эти моменты в сфере работы и в сфере отношений, потому что в сфере работы будут заключаться договора, какие-то контракты, проекты новые. Ну, а, собственно, в сфере отношений здесь, да, здесь, знаете, карта правосудия, карта страшный суд, это все такие, знаете, очень важные карты, которые указывают на значимость ситуации. Все документальные вопросы, которые будут актуальны, все какие-то, знаете, вот решения, которые будут приниматься, диалоги, их стоит вести очень четко, грамотно и взвешенно, прислушиваясь, как уже было сказано ранее, к мужской фигуре и стараясь идти на компромисс. И да, здесь мудрость, она, вот эта вот хитрость, точнее, она должна быть с позиции мудрости, да, не потому что я хочу вас всех обвести вокруг пальца, а потому что я действительно считаю, что так будет правильно, я с позиции мудрости на это все смотрю, и смотрите, опасайтесь того, чтобы вот эта вот мудрость, она у вас не переходила в ложь, в тот обман, который может привести к каким-то потерям, каким-то таким ситуациям, которые будут вам не на пользу. В целом хороший месяц май для вас, уважаемые девы. Очень радует сфера работы. Конечно же, сфера любви, она такая у вас непростая в этом месяце, но в любом случае все здесь можно решить. Карта ключ говорит о том, что все диалоги, которые будут выстроены грамотно, они у вас будут направлены на то, чтобы привести к намеченной цели, привести, приблизить к каким-то таким важным и значимым для вас моментом. Да, здесь нужно, знаете, здесь нужно выходить на конструктивный диалог, понимая, какую позицию вы занимаете и понимая, какие требования вы выдвигаете. Потому что если вы вдруг будете, знаете, вот двойка жезлов, ну, давай поговорим, а о чем поговорим? Ну, я не знаю, вы будете разочарованы, это будет разговор ни о чем. Для того, чтобы разговор, диалог был продуктивным и для того, чтобы проблемы были решены, здесь важно понимать, какие вы выдвигаете требования своим оппонентам, причем абсолютно во всех сферах, и в сфере работы, и, собственно, в сфере личных отношений. Тем не менее, хороший месяц для вас, много возможностей, много дорог открывается, и цели, которые вы ставите себе в мае, они будут достигнуты, уважаемые девы. Вот такой был у нас прогноз. Благодарю всех за внимание. Буду рада, благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.